Знаете ли вы, что тромб – один из самых незаметных убийц современного мира? Очень часто организм подает нам тревожные сигналы еще до того, как станет слишком поздно. Если мы вовремя распознаем эти сигналы, то сможем предотвратить очень опасные последствия. Поэтому я решил в этом видео рассказать вам о 12 тревожных признаках тромба. Если у вас есть один или несколько из этих симптомов, вам стоит очень серьезно задуматься о своем здоровье. Кроме того, я отвечу на несколько вопросов, которые мне задавали много раз. Например, почему тромбы чаще всего образуются в ногах? Как их можно распознать? Отек ноги вызван тромбом или чем-то другим? Какие продукты и блюда могут предотвратить образование тромбов? И какой вид тромба самый опасный? Что способствует их появлению? Поэтому оставайтесь со мной до конца этого видео, потому что знание этих моментов может спасти вашу жизнь или жизнь ваших близких. Перед началом этого видео, если вы еще не подписались, обязательно подпишитесь. И не забудьте поставить колокольчик на все уведомления, чтобы каждый раз, когда я выкладываю видео, вы получали уведомления и не пропускали эту достоверную медицинскую информацию о здоровье. К сожалению, в последнее время о тромбах говорят все чаще, и это о многом говорит. Большой процент нашего общества сталкивается с этой проблемой. Для меня это очень болезненно, поэтому думайте не только о себе, но и о других. И давайте хотя бы раз серьезно протянем друг другу руку помощи. Достаточно после просмотра этого видео отправить его ссылку своим близким, особенно в ваши семейные чаты. Итак, перейдем к сути. Когда какая-то часть тела порезана или ранена, организм сразу же активирует механизм свертывания крови, чтобы предотвратить кровотечение. Этот процесс – естественная реакция, которая помогает остановить кровотечение и ускоряет заживление раны. Но проблема возникает тогда, когда такой сгусток образуется не на поверхности раны, а внутри ваших кровеносных сосудов. В таких случаях сгусток вместо защиты превращается в опасную угрозу, которая может иметь серьезные последствия для здоровья. Итак, давайте начнем с пункта 12. Прием любых синтетических гормонов. Будь то для предотвращения беременности, контроля менструального цикла или климакса, либо для смены пола, увеличивает риск образования тромбов. Причина в том, что эти гормоны, особенно синтетические эстроген и прогестерон, изменяют факторы свертываемости крови. Пункт 11. Если у вас внезапно отекает одна из ног, это может быть признаком тромба в венах ноги. Такой отек обычно сопровождается болью или ощущением тяжести и наблюдается только на одной ноге. Причина в том, что тромб блокирует естественный ток крови, вызывая скопление крови и отек в этой области. Пункт 10. Если у вас избыточный вес, есть живот и бока, лицо отекает и есть второй подбородок, знайте, что все это повышает риск образования тромбов в вашем организме. Лишний жир вызывает системное воспаление, а это воспаление само по себе – один из главных факторов активации свертывающих путей. Пункт 9. Если кожа одной из ваших ног покраснела или посинела, это может быть признаком воспаления, вызванного тромбом. Такое изменение цвета обычно ограничено одной областью ноги и может сопровождаться отеком и болью. Причина в том, что тромб увеличивает давление и воспаление в стенках сосудов и нарушает нормальный кровоток. Пункт 8. Найдите сейчас свой последний анализ крови и посмотрите, повышен ли у вас уровень триглицеридов, потому что высокий уровень триглицеридов повреждает стенки сосудов, а когда они повреждаются, организм быстро активирует факторы свертывания, чтобы восстановить повреждение, и это может привести к образованию тромба. Пункт 7. Если какая-то область вашей ноги аномально теплая, это тоже может быть признаком образования тромба. Тепло обычно связано с воспалительной реакцией организма и увеличением кровотока в месте тромба и часто сопровождается отеком и изменением цвета кожи. Пункт 6. Обычные сигареты, сигары, трубка или даже кальян – все это увеличивает риск образования тромбов в вашем организме. Токсичные вещества в табачном дыме повреждают внутренний слой ваших сосудов.
Кроме того, курение увеличивает концентрацию тромбоцитов и делает их более активными, что также повышает риск свертывания крови. Пункт 5. Еще одно состояние, при котором вероятность образования тромбов возрастает, это беременность, потому что во время беременности организм естественным образом переходит в состояние повышенной свертываемости, чтобы предотвратить сильное кровотечение во время родов. Пункт 4. Боль или чувствительность в области голени или лодыжки без явной причины – это тоже может быть признаком тромба. Эта боль обычно ощущается как судорога или глубокое давление и усиливается при движении или прикосновении. Причина в том, что тромб блокирует кровоток и вызывает растяжение стенки сосуда, а это растяжение раздражает нервы вокруг сосуда и вызывает боль в этой области. Пункт 3. Этот фактор, к сожалению, очень сильно увеличивает риск образования тромбов. И это не что иное, как диабет. Высокий уровень сахара в крови со временем повреждает сосуды и вызывает хроническое воспаление, а затем изменяет работу тромбоцитов и факторов свертывания, увеличивая вероятность их слипания и образования тромбов. Пункт 2. Красные или выступающие вены на коже ног – это состояние обычно связано с воспалением или образованием тромба в поверхностных венах и может быть тревожным признаком сосудистых проблем. Однако глубокие венозные тромбы чаще вызывают отек, боль и тепло в ноге, чем просто красные выступающие вены на коже. Пункт 1. Люди, которые весь день лежат или сидят ленивы и подвержены длительной малоподвижности, например, долго сидят дома или долго лежат. Почему я выбрал это как пункт номер 1? Потому что это состояние очень многих пенсионеров и пожилых людей. В таком случае такой образ жизни создает одну из важных предпосылок для образования тромба. При этом кровоток в венах ног замедляется, возникает застой крови, и кровь в ногах надолго остается неподвижной, а тромбоциты и факторы свертывания крови получают возможность собираться вместе и образовывать тромб. Обязательно прослушайте эти 12 пунктов много раз, чтобы они запомнились вам. Ну а теперь что делать? Существует несколько продуктов, которые естественным образом снижают активность процесса свертывания крови, и кровь начинает циркулировать в более здоровом состоянии, что помогает предотвратить образование тромбов. Первый – это витамин Е, особенно в форме токотриенолов. Он может предотвратить образование тромбов. Следующий продукт – это чеснок. Чеснок естественным образом обладает противотромбозным действием и поддерживает здоровье ваших сосудов. И не только чеснок, но и лук благодаря своим особым соединениям может поддерживать кровь в противотромбозном состоянии. Кроме того, куркума также очень эффективна благодаря своему активному куркумину. Вдобавок к этому красный перец, стимулируя кровообращение и обладая противотромбозными свойствами, может предотвращать скопление тромбоцитов и образование тромбов. Но имейте в виду, что все это уже не поможет в критических ситуациях, то есть если, например, часть образовавшегося тромба оторвется и попадет в легкие. Это уже тромб в легких или легочная эмболия, что очень опасно и даже может привести к смерти. Какие признаки этого состояния должен знать каждый? Слушайте очень внимательно. Внезапная и необъяснимая одышка, то есть когда вы ничем не заняты, вдруг начинаете задыхаться. Это очень серьезный тревожный симптом. Следующий признак – новый кашель без явной причины. Далее – ненормальное учащение пульса в состоянии покоя и боль в грудной клетке. На самом деле одной из частых причин боли в груди является именно тромб в легких. Кроме того, может внезапно появиться сильная усталость. Может показаться, что вы сами не свой, или даже возникнуть сильное чувство страха и тревоги, как будто вот-вот должно случиться что-то плохое. Все эти симптомы могут быть признаками тромба в легких, поэтому если у вас есть 2 или более из этих признаков, необходимо немедленно обратиться к врачу, чтобы провести необходимые обследования, даже если у вас есть только один из этих симптомов, но при этом присутствует хотя бы один из тех 12 факторов риска, о которых я говорил в начале.
лучше обязательно обратиться к врачу и выяснить, нужно ли проходить дополнительные обследования или нет. Если у вас сейчас болят ноги, и каждый врач, к которому вы обращались, называл разную причину, обязательно посмотрите это видео. В этом видео тоже есть потрясающая информация, не пропустите его. Не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик. Увидимся в одном из этих двух видео.